Смотри, чтобы руки не засосало. О! Давай, буст, давай буста. Проверим салфеткой. Стой, город! Салфетку съела. Всем привет, меня зовут Сергей Невел, и вы на канале Не Ноль. Я очень часто издеваюсь над разными турбинами, гоняя их без масла, без охлаждения. И это, кстати, одни из самых популярных видосов на канале. Вот уж не знаю, почему народ так переживает за эти турбинки. Ну, скажите, что ждали. Ну, точно знаю, что ждали. Сегодня я буду мучить не одну, а 4 турбины. И все они на одном моторе. Это квадротурбо на моторе из хлама из гаража. Ну, весь тот хлам, что я нашел в моем гараже, так или иначе уже установлен в этом моторе или ждет установки, но очень много чего еще не хватает, что надо докупать. И здесь я, конечно же, не обойдусь без ваших донатов. В описании под видео указаны различные способы материальной помощи этому проекту. Сегодня будет очень необычное видео. Я сомневаюсь, что вы такое вообще когда-либо видели. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, смотрите далее. Если вы такое вдруг когда-то либо видели, то напишите обязательно в комментарии ссылку на нечто подобное. Ну а если не видели, то напишите комментарий в любом случае. Ну и подписывайтесь на канал. Но именно сегодня, 29 сентября, пока я снимаю это вот видео, именно в данный момент у меня случилось день рождения. И я, конечно же, принимаю ваши поздравления в комментариях. Но какой лучший, самый лучший подарок блогеру? Ну, конечно же, развитие его канала. Поэтому лучшим подарком для меня от вас будут не всяческие донаты, а накопить на первую кнопку от YouTube. Это 100 тысяч подписчиков. Ну, путь уже достаточно большой пройден, осталось чуть-чуть. Давайте репостите мои видосы, ставьте там всякие лайки, комменты. Ну, давайте наберем 100 тысяч. Ну. Очень частый вопрос под разными моими видосами – это когда же выйдет видео про 4 турбины. Друзья мои, в этом сериале «Квадротурбо» уже где-то там 500 000 просмотров. Ну, кстати, всего-то 500 000. Вы серьезно? Из них, ну, пару тысяч новых подписчиков. Ну, как-то совсем не вдохновляет на работу с этим проектом, который, в принципе, строится только за мои деньги. И хотя бы как-то вот это все раскручивалось получше. Были бы реальные просмотры, да, это тогда стимулировало бы и заставляло выпускать новые серии. Но в любом случае, я сейчас выпустил такое правило. Если видос в своей серии видосов набирает определенное количество лайков, для этого видео это будет 50 тысяч лайков, то я бросаю все свои дела, вообще все, и бегу снимать следующую серию про, соответственно, 4 турбины. Так что все зависит от вас. Набрали лайки, значит, вышла серия. Не набрали лайки, ну, значит, она вышла своим чередом, когда выйдет. Вот такие вот пироги. В прошлый раз я установил все 4 турбины на выпускной коллектор, прикрутил все это к ГБЦ. Правда, опять в этот раз чуть-чуть все поправил, потому что каждая переделка вносит свои коррективы. И теперь я уже снял все турбины с подставки. Вот на такой вот железяке они стояли и центрировались, для того, чтобы хоть как-то
все это было ровно. И, конечно же, теперь до того, как приступать к каким-то дополнительным системам, типа впуска и выхлопа, надо провести сюда систему смазки и охлаждения. Ну и если я заберу систему смазки для этих 4 турбин по классической схеме из системы смазки самого мотора, то я боюсь, накроется сам двигатель. Очередные новые 4 потребителя для масляной системы, притом те, которые больше всего повреждают саму структуру масла, потому что работают под огромной температурой, под огромными оборотами. И мне надо выдумывать какую-то систему для внешней смазки этих 4 турбин. Но тут совсем все не так уж и просто, потому что все 4 слива турбин находятся вот с этой стороны. Вот он, 1, 2, 3, 4. И каким-то образом надо из них вывести трубки для слива масла, а эти трубки нельзя соединять между собой, потому что турбины, особенно на таких длинных раннерах, на коллекторе играют, и если я их соединю жестко, то они просто выломаются. Мне их свести надо в какой-то резервуар, оттуда, возможно, какой-то помпой это подавать обратно, ну, видимо, через фильтр радиатора, обратно подавать на подачу на эти турбины. Для того, чтобы сделать все эти трубки слива, я вот нашел всякой бэушки, что-то очистил, что-то еще нет. Это трубки как от слива турбин стандартные, так и вот системы EGR. Они, в принципе, все похожи. Мне с них нужны фланцы и вот эти вот гофрочки, которые будут демпфировать все мои соединения. В общем, порежу все эти старенькие фланчики и попробую сварить новую систему. В итоге у меня получилась вот такая вот замысловатая конструкция. В ней 4 слива, которые не жестко закреплены на общей магистрали. Магистраль будет стоять под небольшим углом, что постоянно позволит сливать масло, и она достаточно большого объема, то есть затыка в масле не будет. Все это будет сливаться в такой резервуар. Это будет одновременно бачок, в который я буду заливать это масло для циркуляции. Снизу будет штуцер, из которого это будет выливаться дальше в систему с принудительной циркуляцией, то есть на помпу, насос какой-нибудь.
Все это конструкция из нержавейки, достаточно легкая. Ну и, кстати, варить бэушные старые сливы – это, конечно, еще та задача. Они очень тоненькие, в них где-то, наверное, 0,8 стенка, а то и 0,5. Но в любом случае как-то получилось. Монтируется все здесь на месте достаточно просто. Вот она устанавливается и прикручивается на свои места. А вот что касается подачи масла, то тут я вспомнил, что у меня была система, вот, кстати, для этой коробки передач, вот здесь 4 отверстия, для которой я делал принудительную систему циркуляции масла и делал вот такую вот масляную рейку, с которой распределялись по низким форсункам шланги, и у нее была общая подача. И вот эта система сейчас как никогда кстати к моему проекту. На основе нее я как раз и решил сделать систему подачи. Ну, шланги я пока взял универсальные, потом подстрогаю уже по месту. Размещать эту масляную, практически топливную рейку я сейчас буду тоже как-то пока временно, потому что финального размещения, да вообще у всех узлов на этом моторе пока нет. Оно все меняется, притом меняется достаточно быстро. При проектировке каждого узла я что-то да куда-то поворачиваю, поэтому сейчас попробую примерно представить, как у меня пойдет эта вся система подачи масла. Но вполне возможно, в финале она так и останется. Почему бы и нет? Здесь, в принципе, холодные улитки. Дальше-то впуск. Ну, и, в общем-то, ничему не мешает. Ну, вот как-то так. Они соединяются. Ну, вот как-то так у меня расположится, наверное, эта топливная рейка. Топливная, масляная рейка. А сюда будет подача, этот выход, наверное, заглушится или поставится какой-нибудь манометр. Не знаю, надо ли мне смотреть с давлением масла. Я думаю, было бы неплохо. А вот, соответственно, вот так вот выйдут сюда 4 выхода на подачу масла на турбины. Конечно, фитинги надо будет немножечко еще перебрать, и шланги длину шлангов тоже изменить, чтобы это все как-то выглядело покрасивее. Ну, пока вот такой вот первый нищебродский вариант, в принципе, уже рабочий. Но вот дальше все еще хуже и не проще. Мне надо сделать систему охлаждения для этих турбин. Я вот понабирал из моей кучи турбин кучу различных трубочек под банджи-болты. Но, в принципе, ни одна из них по конфигурации особо сюда не подходит. То есть мне их надо будет ставить во все выходы, выводить в какую-то общую магистраль и потом все забирать из вот этого хаусинга выхода на термостат и выхода на печку. А слив возможно сделать, в принципе, вот в эту трубу. Не знаю, у меня нет еще одной такой трубы, это покрашенная. Конечно, чтобы к ней привариться и сделать штуцеры под 4 слива обратки воды, надо будет найти такую трубу не крашеную. Ну, в общем, осталось мне каким-то образом соединить эти все трубки, гнуть их, разгибать. Это целая эпопея. Проще, наверное, разрезать и переварить. Ну, в общем, что сейчас получится, не знаю. Как-то я думал, что справлюсь буквально за денек со всеми этими системами, но уже вот идет, наверное, 3-й или 4-й день, как я вот без перерыва занимаюсь этим мотором. И пока что еще не закончил, да, еще надо все много чего сделать. И каждую детальку, каждый пайп, каждый винтик приходится отмывать, чистить, ну, чтобы как-то это все выглядело красиво и приятно глазу. Но, на самом деле, всю эту систему хочется поставить в какой-то автомобиль и уже по месту примерять дополнительные все системы, обслуживающие этот турбокит, да и мотор в целом. И тут, конечно, все-таки хочется поставить во что-нибудь отечественное, типа там ВАЗ-2108. У кого-то есть на примете такая машинка? Напишите в комментариях. Ну или что-то подобное, может, Запорожец.
Вообще весь этот Quadra Turbo Kit я как-то проектирую и делаю так, чтобы он был универсальным. То есть сейчас он установлен на этом моторе, но в принципе все узлы я хочу сделать так, чтобы можно было это все снять и переставить на другой мотор. Да, как-то поменяются фланцы входов-выходов на ГБЦ, но в целом все устройства, все обслуживающие и сопутствующие системы у него автономные, у этого кита. И вот я нашел такой вот комплект. Это комплект от какого-то заднего редуктора, не знаю какой машины, говорят, вроде Infiniti. Если кто-то видел вот такую вот систему, это масляная помпа, это фильтр, это радиатор, и все это собрано на одном узле, и все оно должно гонять масло. Именно вот этот законченный узел я и поставлю сюда для того, чтобы он гонял масло в моей системе на 4 турбины. Да, впоследствии, когда я установлю все это на машину, я могу вынести радиатор на кузов, а помпу оставить на моторе. Напишите в комментариях, кто знает, от чего такая помпа, или вообще, кто видел в продаже хорошие масляные помпы, которые подойдут для этой системы. Пока что будем собирать на этой. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы. Так и я. Я думал, что трубками у меня все выйдет просто. Вот у соседей приобрел еще трубочку за место моей, но это от 2.4 мотора, и как-то она немножко не подошла. Зря только ее атаковобластил. Придется отдать красивенькую. Ну а все дело в том, что, как я и сказал ранее, разгибать оригинальные трубки – это огромный геморрой. Разрезать их, переваривать, тоже так себе занятие. Я сначала понадеялся на огромное количество всяких силиконовых переходов, но дело в том, что здесь выхлопная система рядом, здесь еще пойдет 4 даунпайпа, и здесь будет очень горячо, и не хотелось бы это все создавать из силикона, он просто здесь погорит. Поэтому придется все-таки отказаться от идеи использования вот этих штатных трубок, разве что оставить оконцовку, может быть, от них, и купить обычную простую трубу, погнуть ее трубогибом по ту конфигурацию, которую мне надо, и тогда уже получится система охлаждения. Ну и да, кстати, если у кого-то есть вот такая вот труба, пусть даже совсем бэушная, напишите мне, пожалуйста, потому что я найти пока что такой не могу. У самого раньше валялось миллион, куда все делись, не знаю, все пораздавал, пораздарил. Теперь ведь побираюсь сам по миру. Мой Quadra Turbo Kit обрастает сопутствующими системами. Что-то получается, что-то пока не очень. Но, в общем-то, все идет к тому, что надо строить впуск. Я уже рассказывал про то, что здесь будет стоять 4 дросселя. И этим никого не удивишь, да, 4 дросселя, ладно, ставят многие. Даже на тазах это популярная система на впускном тракте. Но то, что будет стоять перед этими дросселями, я думаю, не ставил никто. Я делаю разные проекты, и один из них это вот Save the Eclipse. Уже скоро будет 50-я серия второго сезона моего сериала. Да, вот столько серий, я собираю эту машину. И когда я в недавних сериях обсуждал тему впуска, конечно же, мы говорили о водяных интеркулерах. Я хотел поставить вот такой вот тюнящий водяной интеркулер на этот V6 мотор, но потом подписчики мне подсказали очень интересный вариант с интеркулерами от BMW. И я приобрел один из таких интеркулеров для того, чтобы примерить возможность установки на этот твинтурбовый мотор.
Разместив под капотом один из этих маленьких интеркулеров, я сразу же побежал покупать его пару. Второй зеркальный интеркулер. И они прекрасно встали под капотом этой машины. И, в общем-то, следующий проект, здесь я все-таки поставлю систему воздушного охлаждения, тоже очень хитрую, про нее много рассказано. И вот в момент примерки этих интеркулеров на машине, а они точно теперь встанут на моем следующем проекте, это, скорее всего, Save the Eclipse 3 сезон, это тот G3, который давным-давно стоит в покраске на обвесе, с его владельцем уже согласована эта водяная система охлаждения. Так вот, мне пришла очень безумная идея. А что, если я возьму такой вот водяной интеркулер и установлю его по одному на каждую турбину? Звучит безумно, не правда? Кто-нибудь видел 4 турбины на 4 дроссерлях и с 4 интеркулерами? Если видели, напишите в комментарии. Но если не видели, напишите в комментарии тем более. Эти интеркулеры есть правые, есть левые. Они зеркальны друг другу и, в общем-то, отличаются немножечко водяными штуцерами. Я примерил сначала один на мотор, потом другой на мотор. И, в общем-то, как-то мне показалось, что вот этот, не помню, он правый или левый, более подходящий в моей конфигурации. И я могу, вместо того, чтобы потратить деньги на нужды ништяки для этого мотора, а, кстати, шатунов до сих пор нету кованых, которых хочу, я купил 4 интеркулера. Сумма не маленькая, но оно того стоит. Как их здесь размещать? Ну, на самом деле, первое, что просится, это поставить их вот так вот вертикально, как раз выходами вниз в сторону впускного коллектора, а входами в сторону турбин. Второй рабочий вариант – это их вот так вот положить один рядом с другим. И, в принципе, тоже интересный вариант, хотя по ширине они занимают достаточно большую площадь в этом случае. Но тоже, в принципе, поместятся. Вот, последний влезает вот так. В такой компоновке мотор, конечно, становится ниже. Он у меня и так, правда, безумно высокий за счет того, что турбина находится вверху. Но вот эта ширина, на которой стоят и разнесены выходы интеркулеров, мне не очень нравится. Сюда предстоит поставить еще впускной коллектор. Где-то развернуть сюда все пайпы. И самое главное, что выйти из турбин. Вот в такой конфигурации выходить из турбин крайне сложно. Ну, можно, конечно, интеркулеры отнести чуть-чуть от мотора назад. Место тут в моторном отсеке явно еще будет. То есть разнести между турбинами и интеркулерами побольше расстояния. Но, честно говоря, мне эта конфигурация не очень нравится. Больше мне нравится конфигурация стоя. Ну и, кстати, под установку этих интеркулеров, наверное, как я говорил ранее, придется установить турбины в нормальное положение. То есть в верхнее положение, чтобы выходы смотрели сюда наверх. И тогда входы с интеркулеров как раз очень лаконично встанут близко к выходам. Вот такая конфигурация, конечно, намного более компактная по боковому расположению. Она несколько выше, она несколько выше, чем предыдущая. Но если, например, отрезать выходы с турбины и развернуть их сразу в бок, то даже можно сократить очень сильно пайпы и не возвращаться с выходами до интеркулера. Снизу у меня все красиво, практически на расстоянии окон ГБЦ, выходят выходы из интеркулера. Единственная проблема во всем этом – это водяные штуцеры. В таком положении они находятся впритык к корпусу предыдущего интеркулера, то есть вот эти штуцеры. И, скорее всего, мне их придется переваривать. Кстати, где найти вот такие вот штуцеры, точнее, ответные части, сами фитинги под эти штуцеры? Я понимаю, что это от BMW, но на разборках BMW таких днем с огнем не найдешь, они их все выкидывают почему-то. Может, кто знает, есть какие-то универсальные сюда с поворотом на 90 градусов, чтобы я мог максимально коротким путем выйти.
Напишите в комментариях, кто знает. Ваши комментарии, на самом деле, очень сильно меняют проект, как этот, так и другие мои. Я прислушиваюсь, их читаю, обязательно все максимально на 99,9% отвечаю. И у меня есть дополнительный канал, называется он NeoFAQ, в котором я делаю видео-ответы на ваши комментарии, на понравившийся мне комментарий или на комментарий, который получил больше всего лайков под видео. Поэтому пишите, подписывайтесь на этот канал, всем отвечу. Но размещение интеркулеров – это вопрос такой пространственный. А вот куда ставить дросселя – это вопрос технический. Впускного коллектора как такового не будет. То есть вот в классическом его понимании с ресивером и раннерами нет, не будет. Но останется, конечно, фланцы, куда прикрутятся выходы на дросселя. Вот здесь между интеркулерами и турбинами на входы надо будет расположить выход на фильтр, или он же вход. Я думаю, учитывая, что вот эта фронтальная часть мотора, можно сделать вот здесь какой-то заборник, типа как у Чарджера или как у Subaru, большой такой над капотом, и туда вывести все 4 входа в турбины. Но для этого в любом случае здесь надо оставить расстояние между этими турбинами и интеркулерами. И первый вариант размещения дросселей – это поставить их между выходами из турбин и входами в интеркулер. То есть прямо вот здесь поставить 4 дросселя. Это, в принципе, повторит классический впускной коллектор, где ресивером послужат вот эти 4 объемных интеркулера. То есть получится объем, своеобразный ресивер, а потом сразу из интеркулеров вывести во входы в ГБЦ. Это первый вариант. Второй вариант более необычный, но более классический для 4 дросселей. То есть здесь выходы турбин соединить с интеркулерами, прям прямым участком, а после интеркулеров поставить уже до входа в ГБЦ дросселя. То есть, в принципе, такая классическая схема для размещения дросселей. В этом случае отклик системы будет еще более быстрый, хотя в такой короткой конфигурации впуска говорить об отклике и каком-то турболаге вообще, наверное, не стоит. Но в любом случае, какая бы конфигурация по итогу ни была, где бы мы ни поставили дросселя, все 4 впускных магистрали от турбины либо в начале, либо в конце надо объединить для того, чтобы каким-то образом уравнять давление, уравнять буст, который будет создаваться этими 4 турбинами. Потому что турбины в любом случае не идеальны. Подавать каждую единичную в один цилиндр, но этот настройщик умрет. Он никогда в жизни не настроит такой мотор. Это будет просто разбалансированный безумный мотор. Поэтому их надо будет объединить. Поставить общий ресивер, хотя бы какую-то соединительную трубочку перед дросселями. И тогда получится уравновешенное давление, которое равномерно, одинаково уйдет во все 4 цилиндра. Ну, я думаю, серьезность этого проекта восприняли уже все. Ну, на самом деле, впереди еще много-много работы. Надо построить полностью систему выхлопа, то есть провести 4 даунпайпа, построить, свести их в один выхлоп, построить впуск. Впуск хоть и маленький, но какой-то будет безумный. Создать систему охлаждения у этих кулеров, подвести в систему охлаждения турбины, потом каким-то образом посоединять дросселя, это все отфрезеровать, переделать, создать, ну и куда-то запихнуть какую-то машину. Поэтому поддержите мой канал, чтобы я мог делать этот проект, а не только те коммерческие проекты, которые приносят деньги. Я более чем уверен, что уже под видео несколько тысяч комментов с поздравлениями. Огромное вам спасибо. На этом на сегодня серия закончится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Ну и подарите мне кнопку. Подписывайтесь, зовите друзей. На этом это все. Всем удачи, всем пока.